Выполнено исследование. Компьютерная томография шеи, органов грудной клетки с внутривенным контрастным усилением. Юпомеры 370, 100 мл. С реформатированием в 3 плоскостях и реконструкциями в объеме. Ранее выполненные исследования не предоставлены. Шея. Выявлено множественное объемное образование шеи, наиболее вентральной подгрудино-ключично-сосцевидной мышцей, сливного характера, общим размером 5,5 на 2,5 на 4,5 см, плотностью до 50 единиц Хаунсфилда на преконтрастных изображениях. Дорзальнее. Образование, прикрытое трапециевидной мышцей плотностью до плюс 30 единиц Хаунсфилда, размерами до 5,5 на 4,5 на 5,5 см, с ровными краями. Вторично измененные лимфоузлы, метастазы Вирхова, объемное воздействие на левую еремную вену. Носоглотка без грубых патологических изменений. Ротоглотка патологически не изменена. Корень языка, верхушка и тело языка не изменены. Небные миндалины, язычные миндалины не увеличены. Гортаноглотка без особенностей. Гортань не изменена, просвет ее не сужен. Преддверие гортани, надгортанник, черпало-надгортанные складки патологически не изменены. Глотис. Просвет не сужен, голосовые связки без деформации. Подсвязочный отдел гортани и трахеи не изменены. Грушевидные синусы дифференцированы. Дополнительных образований в над- и подсвязочном пространстве не выявлено. Структура и размеры околоушных, поднижечелюстных слюнных желез не изменены. Контуры их четкие. Сосуды шеи без видимой патологии. Костных, деструктивных и травматических изменений не выявлено. КТ-признаки умеренно выраженных дегенеративно-дистрофических изменений шейного отдела позвоночника. Органы грудной клетки. Под диафрагмой выявлено мягкотканно-объемное образование. Справа и справа от средней линии. Плотностью до плюс 30 единиц Хаунсфилда, размерами до 9 на 8,5 см на аксиальном срезе, до 10 см краниокаудальным размером, бугристыми краями, обрастающие брюшную аорту и суживающие ее просвет до 1 см на участке протяженностью до 4 см. Образование также обрастает нижнюю полувену, краниальное место впадения правой почечной вены, сужив ее просвет до 0,7 см. Смещает правую почечную вену кпереди. Конгломерат вторично измененных лимфоузлов. В образовании также находятся почечные артерии, левая почечная вена без явных признаков затруднения кровотока. Вблизи образования под и над диафрагмой выявлены множественные лимфоузлы 0,5 и 2,5 см в поперечнике, наибольший над диафрагмой. Диафрагма вовлечена в процесс. Выявлено также объемное образование мягкотканного характера вблизи проксимальных отделов 12-перстной кишки, привратника, антрального отдела желудка. Накапливающий контраст до плюс 90 единиц Хаунсфилда в артериальной фазе, без явных признаков обструкции желудка, панкреатической обструкции. В поперечнике до 3,5 см, протяженностью до 7 см. Участков повышения плотности легочной ткани по типу матового стекла, по типу консолидации, а также объемных образований не определяется. Пневматизация легочной ткани не изменена, обычно, без признаков эмфиземы. Ветвление легочных артерий типичное, контуры их четкие. Бронхи на видимом протяжении проходимы, визуализируются просветы бронхов 3-4 порядка. Стенки их не выглядят утолщенными, без признаков наличия бронхоэктазов. Увеличенных патологически измененных лимфатических узлов рядостения, над- и подключичных, подмышечных не определяется. Мягкие ткани грудной стенки в объеме сканирования в целом без патологии. Жидкостного содержимого в грудной полости не выявлено. Камеры сердца в размерах увеличены, левые. Аорта и ее ветви, в том числе коронарные артерии, обесветлены, не расширены. Травматических и/или деструктивных изменений не определяется. Деформирующее разрастание тел позвонков грудного отдела позвоночника. В заключение. Опухоль проксимальных отделов 12-перстной кишки, привратника, антрального отдела желудка, без признаков обструкции желудка. Объемное образование в забрюшинной клетчатке, конгломерат лимфоузлов, обрастающие витальные сосуды, брюшную аорту, нижнюю полую вены, почечные артерии и почечные вены. Внутрибрюшная регионарная лимфоденопатия. Наддиафрагмальная лимфоденопатия. Вторичное поражение лимфоузлов шеи слева. Метастазы Вирхова. Рекомендуется консультация онколога.
вообще, если честно, Паш, не женись-то, а? Пошли лучше.